Здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы. Начинаем сборку автомобиля Packard серии 1408 образца 1936 года в масштабе 1:35 от фирмы ICM. На канале есть видео обзора модели. Вы можете посмотреть. Ссылочку оставлю в описании, и подсказка обязательно появится. Так вот, было установлено, что есть серьезные недостатки, которые необходимо исправить. И одним из первых является неправильная форма арки крыла, скажем так. Это у нас деталь B6, вы можете видеть. Также есть деталь B11, вот она, и B19. Использовать будем фотографию, вот тоже она перед вами. Ну, чертежами никто не поделился еще. Ладно. Если приложить так вот бегло, да, вы можете видеть, что совсем все печально. Печально? Печально. Переднее крыло и деталь B19 прикладываем. Ну, тоже совсем не очень. Тут получше ситуация, здесь совсем плохая. Для начала необходимо вырезать шаблоны. Шаблоны будем резать. Вот такое оргстекло есть у нас, толщина которого составляет 1 миллиметр. То есть приложим, вычертим, выпилим, и будет у нас неплохой шаблон. Вычерчивать будем при помощи шаблонов, вот таких вот. Кстати, тоже на канале есть видео, как использовать эти шаблоны для нанесения расшивки, например, на самолет. Тоже видео есть, тоже зайдите, посмотрите. Ссылку оставлю в описании, и подсказка опять появится. Хорошо, давайте приступим. Чего тянуть-то? Вот у нас заканчивается оно, крыло. И вот здесь вот есть угол такой вот. Вот он, хорошо виден. Значит, приложим тогда вот таким образом. Вот так. И здесь к завершению крыла. И вот так вот обрисуем. Предварительно у нас ничего не ложится. Ну да. Весело. Весело. А здесь что у нас? Тоже ничего не подходит. Ё-моё. Ну, есть вот такие лекала. Шаблоны, лекала, в общем-то, то же самое, да? Ну, давайте попробуем, может, с ними что-то получится. Ага, ничего себе тут изгиб-то какой, ёлки-палки. Ну, ну вот что-то нашлось более-менее, да? Вот здесь схождение. Ну, тут тоже схождение есть. То есть всю вот эту часть можно использовать. Вот она. Ладно. Прижали. Вот до сих пор, да. Ну, допустим. Ну, кстати говоря, нередко приходится, так сказать, непривычной рукой, не ведущей рукой, да, рекомендую вам отработать такие вот нюансы, что раз, взял левой рукой и работаешь. Что у нас получилось? Так, ага. Ну, будем считать, что нормально.
обратно. Так, ну здесь уже вручную доведу, да и все, что мы будем. Эй-эй. О. О. Где-то вот так примерно оно и пойдет. Ну, такое вот. Такое вот. Теперь заднее крыло. До сих пор начинается. Что мы видим? Это пока в сторону. Что мы видим? Ну, ничего так. Так, вручную здесь доведем. Дозаведем, да, вот так вот она идет. Смотрим, что у нас получилось. Ну да, такое вот оно такое. Хорошо. Ладно. Вроде как справились. Ну, дальше возьмем лобзик и будем, как говорится, выпиливать. Все новинки здесь. Оформляйте предзаказ. Ссылка в описании под видео. Выпиливать будем лобзиком. Вот он перед вами. На канале есть видео, которое так и называется «Лобзик ювелирный». Там показано и рассказано, как работать данным инструментом. Да и вообще, заходите на канал, просматривайте видео, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь ссылками с вашими коллегами. А мы просто сейчас возьмем и будем его использовать. Тихо, 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 тихо. Не спешим, не разгоняемся, чтобы попасть непосредственно в линию, так сказать. Материал мягкий и непривычно по нему так очень быстро идет пилка. Тихо. Хорошо. Так, ну первая штука есть, да? Да. Тихо. На выходе всегда аккуратно нужно работать. Собственно, вот так быстро и непринужденно вырезали, да? Ну, уже хорошо. Давайте глянем, что получилось-то. На линию мы, или как за линию мы не заступили. Хорошо. Хорошо. Это раз. Это у нас два. Ну, тут многовато, конечно, осталось, но ничего. Напильником, надфилем поправим. Ладно, возвращаемся в наше, так сказать, привычное положение на рабочем месте. Начнем с заднего крыла, скажем так. Да.
Снимаем здесь вот таким образом. Снимаем здесь этот участок. Спирт изопропиловый. Прекрасная смывка для маркера. Все очень просто. Смочить, закрыть, чтобы не опрокинуть, естественно. И просто смыть его. Ну, перманентный маркер так называемый. Ну да. Теперь у нас порядок. Сейчас немножечко доведем еще вот эту часть. Чуть-чуть тут нужно. И будет готово. Да? Да. Хорошо. Придется применить совсем такой деликатный инструмент. А именно, вот такие вот боры стоматологические. Так, что выберем? О, вот сразу нашел. Более крупный пока. Хорошо. Еще. Да. Да. Ну, могу поздравить вас и себя, что первый шаблон у нас готов по факту. Мы его вписали вот в этот вот радиус. Да, хорошо. Дальше будем работать с передней аркой. Собственно, техника, технологии, техника исполнения та же. Что тут придумать нельзя нового. Так, ну здесь прежде всего, конечно же, убираем. В итоге у нас получился очень неплохой шаблон. Ну, правда, по фотографии я уже говорил, что чертежей нет. Было бы, конечно, лучше, вы понимаете, но тоже можно и по фотоснимку кое-что сделать интересное. Готово. Отметим. Как единица. Маркером еще так его заполним внутри. Шаблон передней арки крыла готов. Шаблон второй арки крыла готов. Искренне вас поздравляю и себя с этим.
Ну а дальше приступим к непосредственно выравниванию, так сказать, вернее, приданию правильной формы этих самых арок крыла. Вот они у нас. Вот. И вот. Да. Хорошо. Поехали. Интернет-магазин для моделистов Hobby Link Japan. Работает по почте с 1995 года. Представляет на своих страницах 40 тысяч наименований, в том числе новинки, на которые можно оформить предзаказ. Интересным предложением магазина является услуга «Личный склад», которая предоставляет возможность хранить покупки и получить приобретенное одной посылкой. Отдельно может порадовать раздел масштабного моделирования, где представлен широкий список производителей моделей. Гражданская автомототехника, авиация, флот, бронетехника, военно-историческая миниатюра. И все это во всевозможных масштабах. Кроме вышеперечисленного, здесь можно найти краску, фототравление, декали, конверсионные наборы, инструмент и сопутствующую оснастку. Воспользуйтесь ссылками на страницы магазина в описании под видео. Заходите, выбирайте и приобретайте то, что вам нужно. Тем самым вы окажете помощь данному каналу Igmar TV Scale Models. И померяем хоть что-то, хоть какое-то расстояние. 3 миллиметра по факту. Ну вот здесь 3 миллиметра. Вот в той части, где внешний радиус совпадает со внутренним, ну то есть нет никаких отклонений, да, вот тут вот примерно. Расстояние у нас 3 миллиметра. И здесь 3 миллиметра. Замеряем штангенциркулем. Ну, хоть какой-то размер снимем, что ли. 4,5 миллиметра. А у нас по рисунку 3 миллиметра, вернее, по фотографии. Так, если мы вот так приложим. И обведем это карандашом. Что нам светит-то тут, ё-моё. Пока так, пока приблизительно. И так провели. Фига себе. Пилить и пилить. Не, лобзиком не буду я это делать. Ёперный театр. Это у меня так смс-ки работают. Я ж сам перепугался, ё-моё. Бывает. Ты не приложишь здесь с этой стороны. Нужно было печатать зеркаль. С переворотом нужно было печатать. Ну ладно. На просвет, что ли? Не, на просвет не получится, конечно, я шучу. Ладно, пока здесь остановимся таким образом. Опять же, левой рукой работаем. Это иногда очень полезно, как я уже говорил ранее. — 80 миллиметров. А здесь у нас сколько? От нарисованного края. 80 так будет, да? Сделаем вот здесь 80.
со всеми вытекающими последствиями. Дорисуем так. Так, работаем очень аккуратно. Что тут пилить уже нельзя? Ага. Так, что получается у нас? Надо посмотреть. Ага. Идем по этой кромке, буквально вот не дай бог заступить за нее. И здесь немножко вот подравниваем. Вот. Аккуратно, очень аккуратно. Ну да. Эту ошибку придется исправить. Вы можете видеть, что совсем здесь ушел. Почему так? Ну, Бывает. Что не поделаешь. вот. А вот в этой части очень даже неплохо. Здесь тоже неплохо. Вот тут надо будет долепить. Так, это же надо еще замерить. А получилось у нас здесь 79 миллиметров. Ясно. А здесь у нас сколько получается пока что? 80. Поехали. Но пока все неплохо. О, вот теперь оно, как говорится, зашло. Да, зашло. Да, да. Ну, конечно же, придется кое-что подлепить, естественно. Ну, так получилось. Не ошибается тот, кто ничего не делает, вы знаете. Да. Но в любом случае мы на правильном пути. И лично мне это достаточно интересно. Не знаю, как вам, но увлекательно. Итак, по сути дела, арка, вернее, давайте так. По сути дела, арка переднего крыла приведена в более-менее надлежащий вид, что с одной стороны, что с другой стороны. Есть небольшие проблемы, но мы их устраним, так сказать, быстро и бесповоротно. Хорошо, переходим к задним крыльям, так сказать. Приложим, так сказать. А нам особо в эту сторону-то и идти некуда, да? Потому что если мы сдвинем, а тут похоже на то, что уйдет в эту сторону, влево, этот самый радиус, да, то может получиться так, что колесо не будет, центр колеса, ну скажем так, не будет находиться в центре этой самой арки. Соответственно, возникает вопрос, а правильно ли на модели, правильно ли на модели база, ну то есть расстояние между осями колес, дисков. Ну, давайте все-таки уже сделаем как есть, доделаем, да, то, что мы задумали, а потом уже
посмотрим, что будет. Ну, естественно, так сказать, изучая все нюансы конструкции, так сказать, модели. Хорошо, обведем. Собственно, процедура Такая же. Тихо. Ушло. Так. Процедура такая же. Ага. Ага. Левая рука нам в помощь. Тихо. Вот это вот цеплять надфиль. Напильником не надо. Напильником надфиль, да. Кстати, на канале есть видео, вернее даже 2 видео, которое называется «Напильник надфиль. Правила использования». Или применения. Ну, в общем, где-то так, я уже сам забыл. Заходите на канал, посмотрите. Это очень, на мой взгляд, интересный материал. Там рассказано о том, как правильно работать напильниками надфилями, как правильно за ними ухаживать, чтобы они долго прослужили. Ну, я думаю, вам будет интересно. Ну, естественно, ссылку оставлю в описании, и подсказочка обязательно появится. Там, кстати, рассказывается и про стоматологические боры, как их использовать в роли надфиля. Ну, собственно, в этом видео и посмотрели, но там более подробно и расширенно об этом говорится. Ну, такая ремарка небольшая, да? А мы продолжаем. Очень даже неплохо, но вот опять же чуть-чуть убрал больше. Вот в этой части, вот здесь. Там даже и миллиметра нет, естественно. Вот. Но нужно будет тоже подлепить, поднарастить миллипутом. Деталь B19 у нас готова. Дальше приступаем к, естественно, детали B11. На этих 2 деталях проще определить соответствие, да. Вот. Здесь вот. О. Да, о, да. Ну, теперь другой разговор. Теперь положим шаблон. И у нас будет полное совпадение. Так, аккуратно прижали. Да. Я ничего не вижу, потому что в нерезкости, но надеюсь, что все получится. О, теперь вошел в резкость. Ладно, поехали. Ну, в общем, можно считать, что готово. Да. Да, ну и поправить придется тоже кое-что. Даже речь не идет о Полмиллиметра, меньше, конечно же. чуть-чуть нужно будет там нарастить миллипутом, и все будет замечательно. Итак, готово. Ну и, естественно, как вы видели раньше, здесь тоже более-менее в порядке стало. Наращивать
миллипутом, как я уже говорил, пока ничего не будем, потому что у нас был сдвиг небольшой этой самой арки крыла. Вправо, в основном, конечно же, получается, да, в левую сторону. Ну, в правую, в левую сторону. И нам необходимо далее проверить базу модели, то есть расстояние между осями колес. Ну, давайте, собственно, этим и займемся.